Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто Шьем! Сегодня вам покажу, как сшить классические брюки из шерстяной ткани в клетку. Видео разбито на две части. В первой я расскажу о подготовке ткани и раскрое. Во второй части я расскажу о процессе самого пошива. В каждом видео будут интересные и достаточно важные детали. Для классических брюк нам понадобится основная ткань, подкладочная ткань, корсажная лента, пуговицы. Пуговицы нужны 2 большие и 7 маленьких. Большие, видимые для пояса, сочетаемого или акцентного цвета. Маленькие для кармана заднего и для гульфика. Они должны быть незаметные по цвету и чуть больше рубашечных по размеру. Для тонкой шерсти нам хорошо подойдет игла номер 80. Помним, для каждого нового изделия новая игла. Подберем нитки. У меня был выбор из чуть более светлой зеленой нитки и чуть более темной. Когда так получается, и мы не можем попасть идеально в цвет, всегда берем более темные нитки. Что бы нам ни говорила этикетка, мы всегда проводим декотировку перед раскроем, так как усадка все равно возможна, и мы не хотим испортить наше изделие после первой стирки. Для шерсти это делается так. Нам надо ее прогладить утюгом с паром через другую ткань. Вот так, строго по долевой. Основную ткань я взял полушерстяную. На 50% она состоит из шерсти, на 50% из полиэстера. Для подкладочной ткани у меня взята 100% вискоза. Декотируем ее перед раскроем также, обработаем утюгом с паром, строго по долевой. Полпути прошли, полпути впереди. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Так я знаю, что видео действительно вам интересно. Перед раскроем все новые выкройки, по которым мы еще ни разу не шили, надо проверить. Для этого мы быстро изготовим макет брюк. Вот такой макет брюк у меня получился. После примерки мы внесли корректировки в глубину карманов и в длину брюк, так как брюки мы будем шить с манжетами. После того, как все корректировки учтены, приступаем к основной ткани. Ткань взята с клетчатым рисунком, а клетку всегда надо сочетать по рисунку во всех основных швах. Поэтому при раскрое мы краем все детали либо в один слой, чтобы видеть рисунок, либо нам надо аккуратно сложить пополам ровно по всем клеткам. Мы раскладываем детали на одном слое ткани, четко сочетаем рисунок по всем краям всех деталей. Из подкладочной мы изготавливаем подкладку для передних половинок брюк на 15 см короче основных деталей и невидимые детали карманов. Теперь мы готовы к сборке. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пусть самые небольшие, обязательно задайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. А если у вас есть какие-нибудь пожелания, что бы вы хотели еще увидеть, я бы хотел это услышать. Пока-пока!